Всех приветствую, дорогих и любимых моих подписчиков, моих друзей, новых, кто заходит и кто подписывается. Благодарю вас за комментарии, лайки и за ваши подписки. Огромное вам спасибо, что вы со мной и смотрите мои расклады. Расклады общие. Не у всех, конечно, может проиграться, но большинство проигрывается. И мне это приятно, что мои расклады помогают вам в вашей жизненной ситуации найти и принять правильное решение. Сегодня хочу предложить вам такой расклад. Кто или что стучит к вам в дверь? А может, уже стоит на пороге? Общий расклад. Будем смотреть. Кто или что стучит в вашу дверь? Что нам скажут высшие силы через карты Таро? Пусть покажет события. Кто или что стучит в вашу дверь? С нуля начинается, да, с обнуления. Обнуление вашей жизненной ситуации. И десятком пентаклей. Представляете? Десятком пентаклей – это благосостояние. Кто-то из вас планирует, а сегодня, может быть, одобрили вам ипотеку, и вы решили купить квартиру. Кто-то из вас работает сам на себя. У него собственный бизнес. Большой или маленький, но он есть. И вы понимаете и знаете, что эта работа вам приносит и удовольствие. Да, тяжелое, но удовольствие то, что вы что захотели, вы хотите и можете себе позволить. Но, представляете, дурак, да, обнуление и карта смерти. Что-то в этой жизненной ситуации вы переосмыслили. Поменяли, возможно, даже ценности. Вы так долго шли к благосостоянию. Это была ваша цель в вашей жизни. Вы хотели, чтобы ваш дом был полной чашей любви и гармонии. Но в данный момент я пока что только вижу финансовые аспекты. Здесь и бизнес, и деньги. Вы шли к этому, вы достигли уже это благосостояние. И смерть стоит на пороге и говорит вам, и спрашивает: ты доволен? Ты хотел благи, ты хотел дом, квартиру, машину, ты все своим трудом, между прочим, ты все это заработал. И что? Я пришла к тебе и спрашиваю, карта смерти, что дальше? Что дальше? Она сейчас пришла и спрашивает. Мы же спрашиваем, кто или что стучит в вашу дверь. Ты довольна? Ты довольна или ты доволен жизнью, которая в тебе кипит? Да, здесь мужчина. Девочки, вы смотрите, здесь у вас мужчина, император. Это он достигал для вас все эти благи. Он работал, у него своя фирма, работал для вас. Вот, дорогая моя, на, возьми. Ты хотела дом? Мы построили с тобой дом. Здесь заложен фундамент. Мужчина, надежда, опора ваша. Вот он я. Я для тебя все сделал. И что же ты дальше нам хочешь сказать, карта Таро через высшие силы? Что вы с этим императором произошел кризис. Кризис в отношении. Ссоры, размолвки. И он ушел от вас. Он достиг, почему карта смерти-то и сказала: я создал для вас фундамент благополучия, а в душе, а на сердце пустота. Я не получил то, что хотел. Да, деньги, а чувств-то нету. А что у нас на дне колоды? Да, он один, девочки. Он один, и вы одна. Карта отшельник. Вы в одиночестве и в раздумье. А пришла карта смерти и сказала: думай, как ты дальше будешь жить. Какие планы у тебя?
сильно ссора произошла. Представляете, на острие ножа. Вы прям кричали друг друга. Вы прям выкрикивали другу неприятные слова. Такое разочарование. Как будто облили друг друга грязной водой. Да. Что стучит в вашу дверь? Мужчина, от которого от вас ушел, девочки. Обида на его сердце. И он вас заблокировал. Или вы его заблокировали. Вы не хотите больше отношений. Вам нужна ласка и внимание. А здесь было, понимаю, он работал по 12, 15, 14 часов он работал. Свой бизнес – это не легкий труд. Дома не хватало. А вам теперь хоть захотелось ласки, внимания, а у него этого нет. Он император. Он достиг всего того, что он хотел. Потому что с нуля начиналось. Он сам все достиг в ваших отношениях и в вашей семье. Он был добытчиком. Он был мужчина с большой буквы. Он как сказал, так и делает. И все ему должны подчиняться. Возможно, он работает крупным руководителем в большой крупной фирме. И такое может быть. Но это император. И все. Возможно, уже сейчас эта ситуация, расставание, уже постучалась в вашу дверь. 2 дня назад или сегодня произошел конфликт, неприятные разговоры, крики, оры, обиды. Все было высказано в миг. И все, и пауза. Он ушел и заблокировал вас. Девчонки, а чувства-то у вас у обоих есть. Чувства и у вас, вот когда произошел конфликт, когда произошла ссора, расставание, нежелание друг друга видеть, сейчас пройдет дальше еще, что стучится, а что вот эта ссора, неприязнь была, обида сердечная, глубокая, да, но в основном была эмоция, все было на эмоциях. Все было сказано, все дергание, крики, вот эти, да, недовольство выплескивалось, да. Дайте энергии это утихнуть. И в сердце войдет опять любовь и чувство войдет с появлением другого мужчины, или же этот мужчина перевоплотится и станет, но он король энергии. Мы посмотрим, да, здесь один и тот же, потому что энергия одна и та же, да, энергия бизнеса, энергия уверенности, стабильности, хватка такая деловая, мужчина, который понимает и знает, как достичь вершины славы, вершины счастья и благополучия в финансовом плане. Финансовый план пока говорим, да, говорим, девочки, здесь, да, но отношения тяжелые. Возобновляться будет очень тяжело вам и ему. Видите, карта, да? У обоих корзины с арбузами очень тяжело. А подниматься-то, возвращаться-то вверх, попробовать вот с этими корзинами вам туда подняться. А надо идти. Надо, потому что чувство-то есть. Любовь есть. Туз чаш. Это любовь. Хоть как угодно назови, но это любовь. И мужчина это понимает. Он будет, вернее, чуть-чуть попозже это понимать. Когда энергия страстей вот этих пройдет, да, что вы говорили, да, чтобы оно прошло и вылетело, да, на вылетело и ушло туда в пространство обиды. И затем начнется, а сердце-то болит, а потому что сердце страдает, а сердце-то любит у вас у обоих-то. И мужчина первый понимает, что ты хочешь отношений, но боится. Скажет нет. Нет, наверное. Коль меня не поняли, что я жил для вас, для тебя, дорогая моя, а ты меня упрекала
черствости, в сухости, что меня нет дома. А как я могу быть дома, когда я ходил, зарабатывал, когда я делал свой бизнес? Для того, чтобы ездить отдыхать с тобой? А сейчас тяжело. Сейчас не просто тяжело. Да, я способен всему управлять. Я это понимаю. Но обида, очень нанесена обида этому мужчине, девочки. Он хочет прийти, но боится. Потому что страх быть опять отвергнутым, непонятым, недолюбленным. Ему сказали, что он недостоин вашей любви. Что еще стучится в вашу дверь? Вы будете одна, вы будете страдать, девочки, да? Возможно, кто-то из вас не работает, и вы жили и старались для этого мужчины, а мужчина создавал, как я и говорила, вам благи. У вас денежек не будет хватать. Или вы, может, и подрабатываете, но это по минимуму. Тоска и оброшенности поселится в вашем доме и в вашем сердце. Вам очень плохо, тяжело, тоскливо и одиноко. Но вы хотите думать, принять решение. А что же дальше? Вы каждый день плачете. Вы плачете, у вас уже мокрая подушка. Что же вы наделали? Зачем я так поступила с мужчиной, который меня любит, который меня уважает, который для меня все делает, а я его облила грязью, я ему наговорила всякой гадости, эгоизм включила, а теперь я страдаю. Я хочу его, а он нет. Он гордый, он император, он гордый мужчина. Он как сказал, что не вернется, он так и поступит. И вы об этом знаете. Он сильный, властный мужчина. А теперь вам остались одиночество и слезы переживания, что ничего уже вернуть нельзя. Но вы будете наблюдать. Сейчас слезы переживания пройдут, а потом вы станете такой, знаете, холодной. Будете контролировать, будете за ним везде смотреть, в соцсетях. И где угодно вы будете за ним смотреть, потому что вы хотите дом, вы хотите, чтобы была семья, вы хотите детей. И вот к вам мчится на пороге. Возможно, вы куда-то уедете, девочки, чтобы забыть это переживание. Уедете к друзьям, к подруге, я не знаю, поедете в командировку. Возьмете путевку, купите в туристические туры, поедете в теплые жаркие страны, Сочи или за границу. Потому что до такой степени вам тяжело. Я по картам ощущаю ваши страдания и вашу боль сердечную, да. Вы уедете, но и там вы будете скучать о вашем мужчине. И там, после всяких развлекалок, перед сном вы выйдете на балкон, будете смотреть, и вам будет не хватать вашего мужчину. Вашего, того мужчины. Но вы знаете, что мужчина стал грозный, деспотичный. Ему нужно только повиноваться, беспрекословно повиноваться. И все равно вы будете вспоминать и сожалеть. Что еще войдет в вашу жизнь? Сексуальная привязка? Будут какие-то встречи интимного характера? Вы захотите так избавиться от одиночества? Вы начнете переписываться, девочки, в соцсетях для того, чтобы можно найти какого-нибудь мужчину, чтобы его слова, его, может быть, разговор поднял вашу самооценку. Вам захочется и помощи. Вы же жили за счет вашего мужчины, который был добытчиком. А сейчас у вас проблема с деньгами.
И вы захотите найти себе такого мужчину, который будет помогать вам еще и деньгами. Но пойти в отношения вы не можете. Пойти в отношения вам страшно, потому что вы хотите все-таки хотите и будете и ждать своего мужчину, но бесполезно. Девочки, бесполезно на сегодняшний какой-то период времени, пусть в пределах 2-3 месяцев, нет. Этот мужчина к вам не вернется, тот, который от вас ушел. Но вы надеетесь, эта карта мне нравится. За расставанием будет встреча. Это меня уже радует, что после всего того, после обид, после уходов, после слез, переживаний, после того, как вы уедете на отдых, да, что вы там будете встречаться, но ничего не получится, потому что у вас в сердце, в голове и в мыслях ваш любимый мужчина. И то, что у вас произошло. Вы надеетесь на новый? Новое что? А какое будет новое начинание? Что новое стучится к вам в дверь? Праздник новый. Новый праздник, девочки, будет. Если вы где-то тоже работаете, то и у вас и на работе еще будет какое-то небольшое вознаграждение. И праздник. А после праздника опять тоска, печаль, одиночество. И сердце только растаяло, а она обратно, хлобысь, да, в зиму перешло, да, все. У меня все замерло, потому что хотите своего мужчины, который вам дарил подарки, который был щедрый, да, и вы пойдете в храм и скажете, поставите свечку и скажете: Господи, я так его люблю, верните мне этого мужчину и простите все мои прегрешения и обиды. Потому что здесь карта Иерофант. Потому что вы придете уже после всего этого, того, что вы готовы его простить. Приди, дорогой, я жду тебя. Я твоя императрица. Я та женщина, которая любит и которая ждет тебя. И у вас, девочки, на пороге будет шанс. Шанс. Шанс на возврат мужчины. Покажите нам. Болеть долго будете. Болеть долго будете. Сердце неизлечимо. Ну что еще войдет? Еще покажите. Что же еще войдет? Вот шанс на возврат. Ну, наконец-то я вас увидела. Видите, вы королева жезлов. И вот мужчина ваш король жезлов. Тот император. Вы семья. Вы официально в браке или живете в гражданском. Он из императора перешел, видите, вы. Ну так почему же вы тогда так поступили? Ситуации очень много жизненной, да, девочки? Ситуаций очень много. Один расклад, да, один вариант. Энергия идет и показывает это. Но так мне хочется, чтобы вы были вместе. Так мне хочется, чтобы вы были вместе. А что высшие силы скажут? Постучит ли в дверь ваш мужчина? Постучит ли в дверь ваш мужчина в ближайшее время? Да какие-то новые отношения, девочки, у вас идти будут. Что, мужчина захочет даже подать на развод? Да, он планирует, девочки. Он планирует подать на развод, а у вас какой-то мальчик молодой к вам войдет. Праздник, веселье. Нет, мужчина хочет официально, девочки, с вами поставить точку. Что там очень серьезно в ваших отношениях произошло. Такие были эмоции, что он сказал: наверное, все. Давай будем жить отдельно. Он хочет новые отношения, вы тоже хотите в новых отношениях. Вы пойдете в новые отношения. Понятно. Между вами другая женщина, то тоже есть. То здесь четырехугольник, девочки. И теперь понятно.
Вы чуть попозже, да, вы чуть попозже это все узнаете. Чуть позже. Пока вы так додумки были, у вас эмоции распирали, но вы еще об этом не знали. Как только мужчина ушел, вы съездили, отдохнули, и вы потом поняли, почему ваш мужчина хочет подать на развод и официально закончить с вами отношения. А есть другая женщина, у той женщины другой есть мужчина. Вот что. Или кто стучит в вашу дверь. Да, вы еще будете делить имущество. Будете делить имущество, будет жесткий разговор. Девочки, ну вы останетесь здесь, потому что мужчина бизнесмен, вы останетесь в шоколаде, денежку даже. То, что не ожидали, вы это все получите. Да, все получите. И успокоитесь. У кого-то еще проиграет что-то взрослый ребенок. Очень далеко я зашла, конечно. Понимаете, да, все рассказала. В дальнейшем у вас будет другой мужчина. Да, в дальнейшем у вас будет другой мужчина, но вы к этому мужчине, это не по любви, девочки. Это мужчина будет не по любви. Вы его не будете любить. Вы будете любить своего императора, короля жезлов. Да, придет мужчина, да, не бедный, да, будет с денежками, да, будет финансово помогать. Что-то вы будете вместе делать, может достраивать дом, делать ремонт, перестановку, передвижку будете делать, да, но вы будете постоянно вспоминать свои, ну, вы, конечно, прожили не один десяток лет, да, будете вспоминать своего бывшего мужчину, своего бывшего мужа, а с этим королем Пентаклей вы будете очень жадны на эмоции. Вы не будете дарить ту ласку, ту нежность, которую вы когда-то дарили своему бывшему мужчине. Вот кто и что, какие события в ближайшее время стучит к вам двери и уже что-то уже на пороге. Если вам видео понравилось, девочки, дорогие мои, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Мне это очень приятно. Комментарии, лайки, то есть пальчики кверху. И до новых встреч, до новых раскладов. С вами Елена. Пока-пока.